Слава Украине! Привет всем от Полонского. Тот случай, когда ближневосточные перипетии напрямую влияют на Украину. Что нам главное, ребята? Нам главное, чтобы цена на нефть как минимум не росла, а как максимум упала как можно сильнее. И это, судя по всему, получается. Получается у Трампа, но получается в большой степени случайно, как бы просто потому, что такое стечение обстоятельств. Но триггером, как я вчера уже говорил, послужил именно сам Трамп. Вот. Хотя, еще раз говорю, происходят вещи, которые, вне зависимости от хотелок Украины или хотелок Трампа, происходят, как говорится, сами по себе, учитывая состояние мировой экономики. Но не суть важно. Сейчас Трамп находится в Саудовской Аравии, провел там, судя по всему, крайне успешные переговоры с руководством этого королевства. Они заключили там договоров чуть не на 600 миллиардов долларов. Замечательно, окей. Хорошо. Американцы натолкали туда своего оружия на 142 миллиарда. Просто великолепный результат. Саудиты покупают, бабла у них немерено, соответственно. Плюс американцы вкладывают свои бабки, судя по всему, в Саудию там. Нефть будут добывать, как обычно. Саудиты свои бабки будут вкладывать в США. Короче, у них там полная дружба. А скажите мне, кому грустнее всего от этой дружбы? Правильно, Израилю. Израилю очень грустно будет. Я всегда говорил, что вот когда израильтяне, я уже об этом говорил ни разу, ни два, что когда израильтяне так сильно радовались уходу Байдена и приходу Трампа, я говорил такую вещь: вы не спешите радоваться, потому что фиг его знает, чем все закончится. Вы видите, как Трамп отнесся к Украине. Как сказать, чисто потребительски, да. Он ко всем так относится, причем с Украины. А к Дании как, а к Канаде как, к Мексике, к Тайваню, наконец, как. И поэтому нет никаких причин, нет абсолютно никаких причин Трампу как-то по-другому относиться к Израилю, несмотря на всех его еврейских родственников. Сами евреи к Израилю относятся, поверьте мне, очень по-разному. Вот, так оно до копеечки и получилось, и я сейчас объясню, в чем тут дело, и почему нам хорошо. Нам хорошо, почему? Потому что падает цена на нефть, соответственно, для нас, по крайней мере, не будет роста цен на бензин, а для рашистов у них не будет денег. То есть для нас это как бы замечательно. Трамп, судя по всему, сейчас устаканился с Саудовской Аравией. Дальнейшее понижение цен на нефть. Они там и так повысили норму добычи в ОПЕК. Но это происходит и помимо желания Трампа. Все довольно просто. Саудовскую Аравию задолбал Ирак и задолбал Казахстан. И не только они. Вот. Почему? Потому что они, являясь членами ОПЕК+, формально подписывая договора об ограничении добычи нефти, де-факто этим не занимались. Добывали столько, сколько хотели. И продавали больше своей квоты. А саудиты говорят: так что ж мы лохи, в конце концов. Эти, товарищи, зарабатывают бабло, к ним течет просто рекой. А мы, значит, себя ограничиваем. Извините, зачем это надо? Будем, короче говоря, и мы добывать в таком случае больше. Вот. И, как говорится, единственное, почему они сразу не повышают там на гигантское количество, они могут просто в 2 раза повысить там добычу, да, чтобы окончательно не рухнули цены на нефть, потому что они тогда вообще завалятся там до отрицательных значений. Поэтому они это делают постепенно, больше. Вот с Трампом это они и оговорили, судя по всему. Вот, то есть и дальше цены на нефть будут падать, что классно. Но это для нас классно, для израильтян это не классно. Хотя тоже у них нет своей нефти, казалось бы, они могут покупать эту нефть дешевле, и было бы внутри страны нефть дешевле. Но дело не в этом. Дело в урегулировании, во всеобщем урегулировании на Ближнем Востоке, которое затеял Трамп. И в этом урегулировании Израиль у него становится уже, знаете, занозой в заднице. Он ему просто не нужен в этой ситуации. Смотрите, Саудовская Аравия, гигантские договора, да, там на 600 миллиардов долларов. Сейчас он поехал в Катар, в Катаре то же самое, да, там будут опять гигантские какие-то договора, плюс подаренный самолет за 400 миллионов долларов. Для Катара 400 миллионов это вообще ничего, это пшик. Вот, но меня интересует, конечно, да, там самолет я даже вывесил на телеграм-канале, ссылочка внизу в описании к данному ролику, можете посмотреть, что за самолет. Значит, там на борту этого Боинга 747, это Джамбо горбатый, 11 санузлов, 40 телевизоров, 5 кухонь и офис.
Самолет рассчитан на 90 пассажиров и 14 членов экипажа. Ну, я там еще написал, думаю, у меня только вопрос, унитазы золотые или нет. Сколько там жучков арабы понапихали. Да, и входят ли в комплект шлюхи. Ну, это уже так, для смеха. Да, ну, в общем и целом, конечно, с Катаром сейчас тоже будут огромные контракты, я абсолютно уверен. Они будут договариваться там по газовым вопросам и так далее. То есть тут да. Вот, но вопрос в следующем. Посмотрите, в Саудовской Аравии Трамп снял санкции с Сирии. А вот это, кстати, очень поганый звонок для Израиля. Снял полностью санкции с Сирии. Полностью вообще снимают, да, то есть эти санкции, чтобы вы понимали, они были десятки лет. Они вообще, наверное, были на Сирии с момента прихода Асада к власти. Это папа еще, Хафиза Асада. К власти были эти санкции. То есть санкциям лет, наверное, 60, ну вот где-то так. То есть сумасшедшее количество лет. Я сколько себя помню, эти санкции всегда были. И, ну, они всегда были, да. Тут бах, их снимают. Причем, вы же в курсе, кому он их снимает? Значит, Джулани или Ашара, как его сейчас называют, президент Сирии, он в свое время сидел в американской тюрьме, есть даже фотографии, вот, как член Аль-Каиды и так далее. Но люди, знаете, люди меняются, время проходит, люди меняются, люди становятся более вменяемыми, с ними становится возможно разговаривать. И тут начинаются очень интересные процессы. Значит, как саудиты, так и катарцы. Кстати, между саудитами и катарцами очень плохие отношения. Но это отдельная история, я об этом как-то рассказывал. Не суть важно. Они все говорят одну очень понятную и простую вещь. Сирия должна быть единой и восстановить территориальную целостность. Приблизительно то же самое говорят и турки. Турки, которые в Сирии решают очень многие вопросы. И сейчас получается вот такая вот картина. Ну что, там есть часть территории у курдов. С курдами они договорятся так или иначе. С курдами договорятся. Но часть территории Сирии кому принадлежит на сегодняшний день? Правильно, Израилю принадлежит. Есть две части территории Сирии, которые на сегодняшний день принадлежат Израилю. Это голландские высоты сами по себе, которые Израиль аннексировал в стиле... Господи, хоть бы на меня не обижались, но это так приблизительно. В стиле, как Россия аннексировала Крым, да, ну, хотя у Израиля, сейчас опять-таки скажу, хотя у Израиля были все причины это сделать, поскольку, если кто-то знает там ситуацию, то голландские высоты, это, там есть озеро, Тивердиадское озеро, озеро Кенерет. Оно находится на севере Израиля. И все озеро Кенерет находится в пределах территории, старой территории Израиля, международно признанной. Сразу над этим озером скала отвесная идет, метров 200 высотой, может 300. Вот. И сверху идут голландские высоты, а потом обрыв и озеро. Вот. Подножье этого обрыва, это вроде как территория вот старого Израиля. А голландские высоты, значит, это Сирия. Международно признанная граница Сирии. С этим ничего сделать нельзя. Вот. И что получается, что до 1967 года они там ставили пушки и достреливали чуть не до Хайфы. Ну, я утрирую, но, в общем, стреляли постоянно. И весь север Израиля держали в напряге, потому что просто обстреливали его. И Израиль это прекратил, значит, аннексировав голландские высоты. Вот так вот. Но вы же понимаете, что фактически весь мир считает их, кроме самого Израиля, считает их территорией Сирии. Это один момент. Второй момент, это вот сейчас Израиль хапнул, прямо сейчас еще территории там, не так уж много, но тоже нахапал после революции в Сирии с друзами территории. И заявил, что он там останется, по крайней мере, на год, а может на несколько лет и так далее. То есть еще нахапал уже за пределами голландских высот. Только не голландских, а голландских. Да? Разница. Вот. И сейчас вот Трамп, поскольку он больше дружит уже с арабами, а действительно он будет больше, увидите, он дальше будет больше дружить с арабами по одной простой причине. Ну, если кто-то когда-то был в Израиле, он видел, что Израиль, в общем-то, не богатая страна. Ну, мягко говоря, да. Ну честно, блин, израильские города выглядят, ну, как вам сказать? Как вам сказать, чтобы никого не обидеть? Ну, как кварталы хрущевок, вот как Нивки в Киеве, да, только похуже. Ну, честно. Кроме Иерусалима, кроме Мадиина,
Ну, кроме новых там вкраплений новой архитектуры какой-то, там их может 15-20%, остальное бедненькое, очень бедненькое. Страна, понятно, она маленькая, там сколько там живет? Они говорят 10 миллионов человек, на самом деле, конечно, меньше. Вот, ну, пускай 8 миллионов живут, из которых миллиона полтора-два арабы. Не суть важно. Там нет денег таких, которые крутились бы, которые были бы интересны Трампу. Когда рядом находится Катар с бабками, с огромными, Саудия с бабками гигантскими, Эмираты, Оман и так далее. Там Бахрейн, Кувейт, ну там просто триллионы баксов. Ну и понятное дело, что Трампу, который выбирает, а что он всегда выбирает? Он выбирает деньги. Он выбирает деньги. Ну что он выберет? При всем его славоблудии, то, что он там говорил, да, мы за Израиль, мы тут порвем попу и так далее. Факты показывают другое. Вот сейчас они освободили заложника. Одного. Договаривались мимо Израиля, мимо Натаньяху, договорились, освободили одного заложника. Как оказалось, у него американский паспорт. Вот так вот. Он гражданин США, этот пацан. Ну, у него и, понятно, израильский тоже есть. Вот. Но вот они договорились и сказали, все, мы выручили всех заложников. Помните, он говорил, что вот если Хамас не отдаст заложников, тудыма-сюдема, значит, мы там Хамас помножим на 0. Вот. А теперь он говорит, так мы всех заложников освободили. Правильно? Американских, потому что там вот при нападении Хамаса на территорию Израиля, там в плен попали к Хамасу заложниками то ли 5, то ли 6 человек с американскими паспортами. Вот их освободили уже, все. А это ваши проблемы. Вот так. Вот так. Хотя вот сейчас все говорят, что вот Хамаса там не будет. Окей, Хамаса не будет, будет Фатах. Если вы думаете, что он относится к Израилю на йоту лучше, чем Хамас, вы глубоко ошибаетесь. Вот, то есть сейчас уже даже идут разговоры о том, что, может быть, он и признает палестинское государство. Почему? Потому что ему надо делать бабло. Не 3 копейки с Израилем, ну, при всем уважении, там несравнимое благосостояние Эмиратов, Израиля. А если брать вообще Ближний Восток, то ну, вообще невозможно сравнить бабки, которые есть там у арабов и у Израиля. Это просто, ну, это в разы разница, если не в десятки раз. А Трампу что главное? Бабло, 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 бабло. Вот и все. Поэтому я просто вангую, что он, конечно, выберет сторону арабов, хотя этого показывать не будет. Потому что ему нужны низкие цены на нефть приемлемые, ему нужно баблище рубить, ему нужен Катар, ему нужна Саудовская Аравия, ему нужны Эмираты, а Израиль заноза в заднице. Он мешает ему жить. Так это получается. И он будет на словах Израиль поддерживать, де-факто он будет все делать для того, чтобы арабы были довольны, чтобы с ними дальше крутить бизнес, мутить и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, все довольно просто получается. Поэтому Израиль ничего хорошего из этого не ждет. Их ждет, значит, я не говорю, что он там завтра признает палестинское государство, но в какой-то форме, может быть, даже и признает. Хотя разделить там их вообще невозможно, кроме сектора Газы. А там в Иудее, Самарии ты вообще ничего не разделишь, там черт ногу сломает. Вот. Но сейчас будет, значит, Трамп заниматься Ближним Востоком. И вы прекрасно видите, вот Сирия, такой пример. Это был чувак, который представлял Аль-Каиду. Натаньяху лично просил не снимать с них санкции. Трамп приехал, снял все санкции. В Саудовской Аравии аплодируют. Вот и все. Аплодировали просто, когда он снимал санкции. Он лично встретился с Джулани, жал ему руку, чувак, который сидел в американской тюрьме по известным там статьям и так далее. Вот так вот. А сейчас его, значит, вот взяли и с него сняли санкции. Потому что, какой говнюк. Ну, наш говнюк. Все, то есть, видите, договорились. А теперь, вот уже второй вопрос. Голландские высоты. Международно признанная территория Сирии. Сейчас слышите, как в Саудовской Аравии заговорили? Израиль хочет там, да, чтобы мы их признали. Ну, значит, давайте все, Сирию объединяем, чтобы у Сирии были международно принятые границы. Вот, соответственно, международно признанные границы — это плюс голландские высоты. А как по-другому? По-другому никак. Вот, Израиль сейчас скажет, да нет, это наша территория. Ну, да, она, по вашим законам она ваша, а по международным не ваша. Вот и все. И получается, что Израиль останется в одиночестве. В очередной раз.
Вот так вот, да. То есть, видите, вот эта надежда, что Трамп придет, все порешает, все разрулит, он нас любит. Ну, он вас любит, я же израильтянам, он вас любит настолько, насколько у вас есть бабки. Вот. А бабок по сравнению с арабами у вас вообще нет. Да, дырка в кармане. Ну, вот. Вот, собственно говоря, и все, да. Поэтому как-то так. Ну, а нам, как Украине, конечно, то, что там они договорились, что не будет лишней войны, что будет более-менее спокойно. На Ближнем Востоке нам классно. Почему? Цены на нефть падают, российские доходы падают, ну и хотя бы бензин у нас расти не будет.